Привет, друзья! Добро пожаловать на канал! Блюдо из лаваша – настоящая находка для тех, кто хочет сэкономить силы и время, которые тратятся на приготовление еды. Запеченный лаваш с вкусной и сытной начинкой понравится абсолютно всем. Его можно подавать как закуску вместо хлеба к первому или второму блюду, так и в качестве десерта со сладкой начинкой. Сегодня покажу вам 3 простых и быстрых рецепта. Начнем. И первым будет лаваш с творогом и зеленью. Готовится в считанные минуты. Им можно, например, позавтракать или полноценно пообедать, если дополнить тарелкой салата. 20 грамм петрушки мелко нарезаем. Вместо петрушки можно взять любую зелень по вкусу. Укроп, кинзу, зеленый лук или сделать микс. 300 грамм творога выкладываем в миску и разминаем вилкой. К творогу добавляем нарезанную зелень, соль и специи по вкусу. Хорошо перемешиваем. Пробуем, по желанию подсаливаем. На лист лаваша выкладываем начинку. Края оставляем свободными для подгиба. Плотно сворачиваем лаваш в рулет, чтобы при выпекании начинка не вытекла наружу. Внимательно следите за тем, чтобы в процессе лепешка не треснула и не порвалась. Если она немного подсушена и, достав ее из упаковки, вы понимаете, что при сворачивании она может треснуть, то нагрейте ее несколько секунд в микроволновой печи. Она станет мягче и можно будет легко ее свернуть. Аккуратно перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Чтобы у запеченного лаваша была красивая румяная корочка, смазываем его сболтанным яичным желтком с помощью кулинарной кисточки. Сверху посыпаем кунжутом. Отправляем в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 12-15 минут. Корочка у готового рулета получается очень хрустящей, а начинка мягкой. Разрезать лучше очень острым ножом или ножом для хлеба. Второй рецепт – лаваш с картошкой и сыром. Крупную картофелину или 2 средние заранее отвариваем в подсоленной воде до готовности. Остывший картофель трем на крупной терке, а следом 150 грамм твердого сыра. 10 грамм укропа мелко нарезаем. В отдельной миске смешиваем сметану и измельченную зелень. Смазываем середину листа лаваша приготовленным соусом. Распределяем тертый картофель, а сверху сыр. Плотно сворачиваем лаваш, подгибая края со всех сторон, чтобы при выпекании он не развалился, а начинка не вытекла. Переносим на противень, застеленный пергаментом. С помощью кулинарной кисточки смазываем взбитым желтком, посыпаем кунжутом и отправляем в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 12-15 минут. Готовый рулет нарезаем порционными кусочками и подаем к столу. Третий рецепт – лаваш с творогом, яблоком и изюмом, или как еще его называют, ленивый штрудель. 2 средних яблока чистим и трем на крупной терке. На лепешку тонким слоем выкладываем тертые яблоки и посыпаем корицей. Сверху распределяем 30 грамм изюма. Желательно заранее замочить его на 10 минут в горячей кипяченой воде, чтобы он стал более мягким. Выкладываем 100 грамм творога любой жирности. Не забываем про калорийность продукта.
Плотно сворачиваем лаваш, подогнув концы, чтобы начинка во время выпекания не вытекла на противень. И по аналогии, чтобы у рулета получилась румяная корочка, смазываем взбитым желтком с помощью кулинарной кисточки. Отправляем в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 12-15 минут. Готовый штрудель нарезаем острым ножом или ножом для хлеба на порционные кусочки. По желанию можно посыпать сахарной пудрой. Пока не остыл, подаем к столу. Импровизируйте с начинкой к рулету и каждый раз удивляйте родных и близких вам людей новыми вариантами простого, быстрого, но очень вкусного блюда. Приятного аппетита и до встречи на канале!